Красноярск – крупнейший город России. Население 1 миллион 43 тысячи человек. Расстояние до Москвы 3352 километра. Экономический промышленный центр Восточной Сибири и Дальнего Востока. История Красноярска началась с основания острога в 1628 году казаками на месте рек Качи и Енисея. Поселение назвали Красный Яр, так как оно располагалось на так называемом Красном или Красивом утесе. А современное название Красноярск город получил в 1690 году. Красноярск – город-добытчик, поставляющий стране много денег в бюджет и многие полезные ископаемые для промышленности от нефти до металлов. Красноярский край – лидер по природным ресурсам. Также Красноярск – крупный научно-образовательный и спортивный центр страны. Красноярск – место проведения Всемирной зимней универсиады в 2019 году. Рельеф города холмистый. Визитная карточка – это красноярские столбы. Возраст скал исчисляется миллионами лет. Заповедник включает в себя 4 скальных района, где произрастают редчайшие растения и обитают млекопитающие, занесенные в Красную книгу. А также посмотреть город можно со смотровой площадки в районе Академгородка. Он расположен на Саянском хребте. Достопримечательности Красноярска мы можем видеть на 10-рублевой купюре. На одной стороне часовня Святой Мученицы Параскевы Пятницы, которая находится на Караульной или Покровской горе. И на обратной стороне Красноярская ГЭС, которая по мощности вторая после Саяно-Шушенской в России. И расположена она в пригороде Красноярска в Дивногорске. Еще один главный символ Красноярска – железнодорожный мост через Енисей. В 1900 году наряду с Эйфелевой башней он был удостоен гран-при и золотой медали Всемирной выставки в Париже за архитектурное совершенство и великолепное исполнение. Коммунальный мост через Енисей сдан в 1961 году и также изображен на 10-рублевой купюре. Удостоен медали Всемирной выставки в Брюсселе. Красноярск – старинный город, и поэтому в нем много исторических построек, церквей и памятников. Например, старинная русская деревянная усадьба Сурикова. Василий Суриков – великий русский художник, он родился и вырос в Красноярске. Триумфальная арка, построена в 2003 году, такую же строили к приезду императора Николая II. Свято-Покровский кафедральный собор. Покровская церковь возведена в XVIII веке. Костел Преображения Господня. Римско-католический храм в неоготическом стиле. Сейчас это органный зал. Музей-пароход Святитель Николай. Уникальный памятник истории и техники второй половины XIX века. И на нем в разное время были Ленин и Николай II. Краеведческий музей. Я его посещала в 2017 году, так как там очень много интересных экспозиций. Построен он в виде египетского храма. Для отдыха популярный в городе остров Татышев. Это остров, на который можно добраться только по пешеходному мосту. Машины там запрещены. Люди здесь отдыхают, занимаются спортом, катаются на велосипедах и роликах, которые можно взять на прокат. Также популярен фан-парк Бобровый Лог, спортивно-развлекательный комплекс, открытый круглый год. Работает зимой как горнолыжный курорт, а летом это место для пикника, пеших, велосипедных и конных прогулок. Очень популярный Красноярский зоопарк или парк флоры и фауны Роев ручей. Там много животных, есть пингвинарий и акватериум. А еще в Красноярске большое количество фонтанов, более 200, а и также много скульптур и памятников. А мы в Красноярске были проездом, приехав в 7 утра, и уже в 7 вечера должны были уезжать. Времени у нас было немного, и мы решили просто прогуляться по центру города. От вокзала мы поехали на 32-м автобусе к часовне Параскевы Пятницы.
Погуляв по окрестностям часовни, посидев на лавочке, полюбовавшись видом на город и представив, как же там замечательно вечером, когда загораются огни во всем городе, мы увидели, что центр совсем рядом, и ориентировались на Биг Бен, пошли пешком, спустились с горы. В общем, пойдем мы гулять по городу. Надеюсь, хватит у меня батарейки все снять. Биг Бен – это башня, одна из самых главных в Красноярске. На ней расположено 4 циферблата, и она представляет собой огромную башню с часами. В 2001 году она была открыта, но вообще строительство ее началось в 70-е годы. Спустившись с моста у Биг Бена, мы пошли на Театральную площадь, к каскадному фонтану реки Сибири. Фонтан построен на террасе, спускающейся от театра оперы и балета к набережной Енисея. Вода катится прямо по ступеням лестницы. На нем изображены 8 статуй, 7 нимф, символов малых рек Красноярья, танцующих вокруг Енисея-батюшки. Ангара, Тунгуска, Хатанка, Базаиха, Кача, Бирюса и Мана. Когда мы были там, фонтан почему-то не работал. Также на Театральной площади установлен памятник Антону Павловичу Чехову. Антон Павлович в 1890 году проезжал через Красноярск на Сахалин и пробыл в Красноярске всего 1 день, но красота города его поразила, и он написал свое впечатление, не понимая, почему здесь излюбленное место для ссылок. Я согласился бы жить в Красноярске. Мы погуляли по Театральной площади, посмотрели фонтан, сходили перекусить, там очень много кафе и ресторанов быстрого питания. Потом спустились по широкой лесенке уже на набережную Енисея. Набережная современная, благоустроенная, с большим количеством лавочек, дорожками для велосипедов и хорошим видом на горы и на сам полноводный холодный Енисей. Пройдя всю набережную до конца, мы поднялись вверх, в Центральный парк. Раньше его называли парк Горького. И там еще в 1936 году была открыта первая в СССР детская железная дорога. Парк на самом деле очень старый и, конечно же, требует реконструкции, и это видно.
Выйдя из парка, мы увидели памятник Ленину. За ним на площади появилась пергола. Это арки, под которыми можно посидеть или покачаться на качелях. Такое городское пространство для отдыха жителей. Прогулявшись по центральной улице, мы пошли пешком до железнодорожного вокзала. Он там совсем близко. Пришли на вокзал, забрали вещи из камеры хранения и ожидали нашего поезда до Новосибирска. Поезд у нас был в 8 часов вечера, и мы приехали в Новосибирск уже под утро. Это, считаю, очень хорошее время для поездки. Совершенно не утомляет. Дорога проходит незаметно, когда едешь ночью. Кому понравился наш маршрут и сам город, ставьте лайки и пишите комментарии. Не забывайте подписываться. Дальше будут еще интересные обзоры мест и городов. Спасибо за внимание.